Здравствуйте, меня зовут Рубен Попян. Я продолжаю. Хотел бы с вами поговорить сегодня о прародителях. Кто такие прародители? Слово инопланетяне, оно не новое, оно старое. Давайте посмотрим, что подразумевается под словом инопланетяне. Если ты не родился на Земле, например, родился на Луне, но ты человек, то ты инопланетянин или человек? Опция вторая. Если твои родители не с этой планеты, но ты произошел на этой планете, на Земле, то инопланетянин ли ты? Вот обратите внимание, мы все знаем это слово, но на самом деле определение этого слова не совсем ясно. Так вот, прародители, которые создавали нашу расу, и не только нашу, естественно, они находятся там, где создают эту расу, и не только там, потому что это технологически очень высокие расы. Насколько можно их назвать инопланетянами, если они были на этой планете раньше, чем земляне? Да, они не произошли здесь. Но эту планету знают лучше нас намного. Плюс, если человеческая раса, не только человеческая, является всего лишь биологическим последствием этих родителей, как дети, то получается, что мы тоже инопланетяне, но просто рожденные на этой планете. Или мы биологические существа, которые не соответствуют этой планете. Но об этом я говорил в своей прошлой передаче. Но развиваются эти биологические существа соответственно условиям вот этой планеты. Так вот, инопланетян или рас с других планет несколько. Когда-то, когда Земля модифицировалась, их было 5 основных. На сегодняшний день их осталось всего 3. 2 основные, 1 секундарная. Почему? Потому что со временем генетические коды вымерли. Объяснить это можно вот так вот. Представьте, время цветения розы и тюльпана, оно отличается. Один цветок свою активность проявляет весной, другой осенью. Приблизительно так и происходило и происходит с генетическим состоянием разных рас, инопланетных рас. На сегодняшний день 2 основные расы и 1 секундарная. Это те расы, которые отвечают, я не могу сказать, что они отвечают за всю Солнечную систему, но конкретно за жизнь и качество этой жизни на этой планете. Под качеством я не подразумеваю хорошо, я подразумеваю правильно. Так вот, человечество такое, какое оно есть, оно не очень оправдывает надежды. Скромно сказано, не очень оправдывает надежды. Эмоциональный спектр человечества на сегодняшний день, так же, как и в прошлом, это агрессия, нажива, доминация. Причем основываясь исключительно, то есть основная эмоция – это страх. Чтобы случайно меня кто-то не съел, не задавил, я сам буду есть и давить. Это может быть вызвано в разных, даже очень положительных формах эмоциональных. Но все равно страх и надежда – 2 основные категории. Так вот, это привело к тому, что в Федерации рассматривалась возможность и не начать ли все сначала, как это было уже не раз. Да, слишком много времени прошло, слишком много работы было сделано над человеком, над вот этой формой биологии, которая называется человек. Но болезни, которые выявились, которые усиливаются, к сожалению, они становятся все опаснее и опаснее. А оружие, которое имеется, под оружием я понимаю не только форму уничтожения, а форма
контроля без уничтожения, что опаснее, чем уничтожение, тоже становится все опаснее и опаснее. Рассматривались несколько опций. Первая опция – это конфликт в самом человечестве. Ну, не впервой. Была Первая мировая война, Вторая, можно сделать и Третья. Особенно, что людям много для этого не надо. Чем затронешь их, как только затронешь их интересы, все встают практически на уши. Вторая возможность опции – это природные катаклизмы. Это тоже несложно сделать. Даже человечество на сегодняшний день в состоянии сделать эти катаклизмы. Надо просто разрешить. Вот. Ну и третья опция, самая, скажем так, сложная, это дать шанс человечеству. Да, этот шанс не в смысле все будет хорошо, а дать шанс человечеству посмотреть все, о чем я, все, что я описал чуть раньше, в виде кино. То есть прочитать сценарий, представить, что это будет и как это будет, и бояться того, что это действительно может быть, что это на самом деле так. Вот эта последняя опция и выиграла, скажем так. Хотя в 2008 году, в марте месяце, когда начался процесс элиминации, все пошло по другому плану. Доминирующая опция была природа, природные катаклизмы. Почему природные катаклизмы? Ну, потому что в результате человеческих конфликтов останутся и победят далеко не правильные, а просто самые сильные. Вследствие природного катаклизма, конфликта, может быть, будет 50 на 50, это еще неизвестно. И планета стала готовиться к природным катаклизмам. Если вы обратите внимание, то есть если бы это было возможно, вы увидите, что пад планеты и ее видоизменения проходили март 2008 года. Следующий пад это июль 2008 года, потом сентябрь. Но я не буду называть даты, но какие-то 3-4 дня были очень, очень странными. Обратите внимание на видоизменения планеты, на болезни, которые появлялись на самой планете. Я не говорю о вирусах, а именно болезнях планеты. Все шло к тому, что в 2012 году будет природный катаклизм. Его не было. Потому что в мае 2012 года решение было изменено. Несмотря на то, что голосование Федерации было 2 против 1, все-таки изменили решение. Давайте дадим шанс. То есть продлим время. И время продлили приблизительно на 200 лет. Человечеству дано время с надеждой, может быть, модификации, видоизменения возможны. Может быть, сознание, вот этот инструмент, но не настолько недоразвитый. И еще возможны его коррекции. Не удивляйтесь, сознание – это самый слабо развитый инструмент, который у нас есть. Это мы себя считаем очень умными и сознательными. Но на свете нет человека, который считал бы себя полным дураком. Даже полный дурак считает себя очень умным. Спросите его, увидите. Ну, а если иметь в виду то, что IQ или уровень интеллекта, оказывается, можно тестировать, то достаточно часто получается так, что действительно полные дураки становятся вполне нормальными. Человечеству дано время. 200 лет. Что будет происходить в течение этих 200 лет? Мы посмотрим. Оно происходит сейчас. Это не значит, что 2013, вот сейчас год, он будет хорошим. Нет. Падения будут идти дальше. 2013, 2014, 2015, 2025 год. Этот год будет радикальнейших изменений. То есть болезни еще будут. И болезни очень серьезные. Но с этими болезнями ожидается пробуждение иммунной системы. Вот вопрос, как быть человеком или как стать человеком будущего.
то есть конструкции правильной, я буду говорить в своих следующих передачах. Я буду объяснять, что такое человек, как он выстроен. Вот буквально не анатомия, а математика человека, конструкции, геометрия его, что после чего идет, где должны появляться эмоции, почему должны появляться такими, какими должны появляться, а не такими, какими мы хотим. И что такое хотеть. Все это будет в следующих передачах.